Всем привет! Сегодня мы свяжем с вами вот такую красоту. Резиночка и заколка. Такой комплектик получается. Заколочки можно сделать 2. Смотрите сами. Начинаю вязать желтой пряжей. В кольцо амигуруми набираю 6 столбиков без накида. Заканчиваем первый ряд соединительным столбиком. Второй ряд воздушная петля и делаем 6 прибавок. В конце ряда 12 столбиков. Воздушная петля, делаем 6 прибавок. В конце ряда 12 столбиков без накида. В конце ряда делаем соединительный столбик. Третий ряд воздушная петля, столбик без накида, 1 прибавка. В конце ряда 18 столбиков. Третий ряд заканчиваем соединительным столбиком. Переходим к четвертому. Воздушная петля, 2 столбика без накида и 1 прибавочка. В конце ряда у нас получится 24 столбика. Довязываем четвертый ряд, делаем соединительный столбик. Теперь приступаем к вязанию лепестков. 2 петли подъема и дальше в соседнюю петлю мы вяжем 4 столбика с накидом. Две воздушные петли. И в соседнюю, не в эту, а в соседнюю провязываем соединительный столбик. Дальше обратно 2 воздушные петли. В соседнюю провязываем 4 столбика с накидом, только не довязываем, с одной вершиной делаем. Вот такие лепесточки получаются. Очень красивые. Итак, вяжем дальше, до конца ряда. Заканчиваем 12 лепесток. Обрезали ниточку. Вот такой у нас цветочек сейчас получился. Иголочкой запутываем ниточку вовнутрь. Второй ярус цветочка вяжем почти аналогично предыдущему, только без последнего ряда. То есть в кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду вяжем 6 прибавок.
конце ряда во второго у нас получится 12 столбиков без накида. Это второй. Третий ряд, столбик без накида, 1 прибавка. В конце ряда 18 столбиков без накида. Четвертый ряд мы уже переходим к лепесткам. 2 воздушные петли, в соседнюю делаем 4 столбика с накидом с одной вершиной. Оставили длинную ниточку для пришивания. Вяжем сердечко. В кольцо амигуруми набираем 3 воздушные петли. Дальше вяжем 3 столбика с накидом. Три полустолбика с накидом. Дальше воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, 3 полустолбика с накидом, три столбика с накидом. Три воздушные петли и соединительный столбик. Стягиваем колечко. Здесь вытягиваем нитку так, чтобы можно было пришить. И стягиваем колечко. Вот такое сердечко. Теперь сердечко пришиваем к белой части. Но я пришиваю к цветочку, который поменьше. Пришиваем. Вот я пришила сердечко. И дальше пришиваем к большому цветку. Теперь уже белой ниточкой. Дальше сами. Серединку можно украсить бусинкой, можно ничего не делать. Можно сделать французский узелок. Тут
все так плотненько. Допустим, вот у меня осталась белая ниточка. Вот так. Дальше оформляем резинку. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду вяжем 3 прибавки. Подставляем резиночку. И вяжем еще 3 прибавочки. Соединительный столбик в конце ряда. Вот так мы вязали резинку. Воздушная петля. И вяжем столбик без накида, 1 прибавка. В конце ряда 18 столбиков. Вот такая задняя стеночка у нас получилась. Обрезаем ниточку для пришивания, чтобы нам хватило. И теперь пришиваем. Смотрим, чтобы сердечко смотрело ровненько, не вот так, а вот резиночка, чтобы вот смотрелась. Все. И теперь пришиваем. Вот такая красота. Для заколочки мы вяжем 2 цветочка. Один на 6, 12, 18 и лепесточки, а второй 6, 12 и лепесточки. Здесь у нас 9 лепесточков, а здесь 6. 2 цветочка есть. Теперь нам нужно сделать для них серединку. Для серединки я набираю 4 воздушные петли. И дальше в первую петлю ввязываем, наверное, лучше с 2, ввязываем 6 столбиков с 2 накидами. Только здесь мы их не соединяем, тоже у нас вершина будет 1. Все, мне хочется 1 накид сделать. Это у меня 5. Может, конечно, и хватило бы. Нет, 6 все равно сделаем. 6. Теперь соединяем.
Обрезаем ниточку. Вот такая серединочка. Теперь начинаем собирать цветок. Эту серединку я прям крючком протягиваю. Вот такая она получается. Пышная. Можно прошить иголочкой, можно просто завязать узелок. Так. Вот я завязала серединку. Теперь пришиваем один цветочек на другой. Для задней стеночки мы вяжем по классическому варианту 6, 12, 18 и закрываем. Это у нас будет задняя стеночка. Нам осталось связать листочек. Набираем 7 воздушных петель. Во вторую от крючка вяжем столбик без накида. Дальше полустолбик с накидом. 2 столбика с накидом. Полустолбик с накидом. И 3 столбика в одну петлю. Развернули вязание. Дальше идет полустолбик с накидом. Два столбика с накидом. Полустолбик с накидом. И столбик без накида. Во втором ряду мы вяжем. Здесь делаем соединительный столбик. Вот так. И дальше вяжем 2 воздушные петли. Соединительный столбик. 2 воздушные петли. Соединительный столбик. И так по кругу. Листочек готов. Теперь нам осталось листочек пришить к цветочку и затем закрыть вот так вот задней частью. Такая красота у нас получается. Пришиваем. Теперь все, что нам осталось, это клеевым пистолетом приклеить заколочку, основу к нашему вязанию. Наша заколочка готова. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой комплект вам больше понравился. Кстати, мне надо будет связать еще по одной такой заколочке. Но теперь я буду делать это сама.